Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой материал. В основном это процессоры. Все процессоры с ножками. Какие-то керамические, какие-то нет. Встречаются керамические микросхемы с достаточно жирной позолотой. Ну и вишенка на торте. Мечта моего детства. Процессор компании Intel Pentium Pro. По плану переработки. Перерабатывать материал сегодня будем без затей и извращений. На первом этапе снимем припой, которого здесь немало. Попробуем отделить ножки на процессорах вот такого вида от самих процессоров. Далее вытравим основу из лишних металлов. Ну и после этого царсководочный процесс. План накидали. Приступаем. Для приготовления 250 мл растворителя припоя нам понадобится 200 мл дистиллированной воды, 50 мл 65% азотной кислоты, навеска из 1 грамма карбамида, он же мочевина, и навеска из 12 грамм лимонной кислоты. Сначала растворим карбамид в небольшом количестве воды. Карбамид растворился. Теперь приливаем небольшое количество азотной кислоты для образования нитрата мочевины. Нитрат мочевины образовался. Теперь приливаем всю оставшуюся дистиллированную воду. И присыпаем навеску из 12 грамм лимонной кислоты. Ждем растворения. Лимонная кислота растворилась. И теперь приливаем остаток азотной кислоты. Наш растворитель припоя готов. Теперь приливаем этот растворитель припоя к нашему материалу. Ждем потемнения раствора, который будет говорить о том, что припой начал растворяться, и отделение ножек от процессоров. Спустя уже 10 минут наблюдаем потемнение раствора, а также начало отделения ножек от процессора. Ждем окончания процесса. Спустя приблизительно 40 минут наблюдаем потемневший раствор, а также полное отделение ножек от подложек некоторых процессоров. К сожалению, не ото всех процессоров ножки
отделились. На некоторых они не запаяны, а проходят через всю толщу текстолита. Вот с этой стороны заметно. Ну, соответственно, эти процессоры мы будем целиком дальше обрабатывать кислотами. За кадром я отфильтрую раствор после растворителя припоя. И все, что будет уловлено на фильтре, добавлю к материалу во время его растворения в царской водке. Материал отделен от растворителя припоя и промыт. Вот так выглядит фильтр после его фильтрации. Его, как я и говорил, добавлю позднее при растворении основного материала в царской водке. Также не стал добавлять к основному материалу процессора после удаления ножек, потому что больше в этих процессорах ничего нет. Ни золотых волосков, ни позолоты. Теперь приступим к травлению ненужных металлов. Для этого покроем наш материал 200 мл дистиллированной воды. Прильем приблизительно 40 мл концентрированной серной кислоты. И 25 мл азотной. И несем все это на плитку растворять. Плитка предварительно нагрета. Переносим на нее наш материал. И ждем начала реакции. Реакция стартовала и сопровождается выделением монооксида и диоксида азота. Теперь ждем окончания растворения и по мере надобности будем приливать азотную и серную кислоты. Растворение закончено. Наблюдаем отсутствие лисьего хвоста из выделяющегося монооксида и диоксида азота, а также плавающую в растворе отделенную от основы позолоту. Сейчас я перенесу этот раствор на фильтрацию, отдекантирую верхушку и буду фильтровать. Фильтрация закончена.
После нее имеем со всеми промывками 700 мл раствора. Сейчас быстренько проверим его на наличие серебра. Переливаем соляной кислоты. Серебро в растворе присутствует. О его количестве будем судить после того, как хлорид серебра сядет на дно. Пока отставляем. И также наблюдаем на фильтре вот такую красоту. Эта красота отправляется к основному материалу. А также туда отправляется фильтр после растворителя припоя. Сейчас приготовим раствор царской водки и будем растворять позолоту. Приготовим ее с запасом 80 мл. Для этого в мерничек прильем 20 мл азотной кислоты и 60 мл соляной. Соотношение в объемных долях 1 к 3, в массовых, соответственно, 1 к 2. Покрываем материал 100 мл дистиллированной воды и приливаем половину из приготовленного раствора царской водки 40 мл. Ставим на плитку нагревать. Ждем растворения. Попутно продемонстрирую, какое количество хлорида серебра у нас выпало. За кадром, пока идет растворение царской водки основного материала, я его отмою и, возможно, попробуем восстановить и плавить. Спустя приблизительно 10 минут растворение позолоты закончено, и раствор отправляется на фильтрацию.
Так, после всех фильтраций и промывок имеем следующую диспозицию. Чуть больше 400 мл золотосодержащего раствора, прозрачного как слеза, но с примесями никеля и меди, судя по цвету. Вот такое количество отмытого хлорида серебра. И вот такой материал, свободный от видимой позолоты. В этом материале все еще может находиться золото в следовых количествах. Например, вот в таких керамических микросхемах в виде ножек с позолотой внутри керамики, до которой не добрались кислоты. Поэтому керамику с подобных микросхем, а также с микросхем 133 советской планарной серии я никогда не выбрасываю. И когда ее набирается пара килограмм, перемалываю их в кофемолке и дополнительно обрабатываю. Перемалывать такие керамические микросхемы в самом начале обработки не имеет смысла, потому что потери по золоту в виде улетучивания мелких его частичек при перемалывании, а также за счет электростатического прилипания к стенкам кофемолки будет гораздо выше, чем остаточное содержание золота в этом материале. Так, фильтр после золотосодержащего раствора отправляется ко всем остальным фильтрам, которые мы и работаем, когда их тоже наберется достаточно большое количество. А хлорид серебра вместе с золотосодержащим раствором отправляется на восстановление. Начнем с хлорида серебра. Раствор подогрет примерно, как обычно, до 80 градусов. Восстанавливать серебро до металлического состояния будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Пикаповый восстановитель. Восстановление серебра закончено. Извлекаем магнитный якорь. И даем ему немного отстояться. Серебро я попытался скоагулировать при помощи небольшого количества серной кислоты. Получилось или нет, узнаем чуть позже. Сейчас займемся нашим основным раствором. Раствор нагрет, как обычно, до температуры 80 градусов. Сначала погасим избыток азотной кислоты при помощи кармабина. Избыток азотной кислоты присутствует. Есть выделение газов. Выделение газов более не происходит. Избыток азотной кислоты погашен. Восстанавливать будем при помощи все того же одноводного раствора гидрозингидрата.
Будем надеяться, что наше золото скоагулируется. Прикапываем восстановитель. Видим изменение цвета. Процесс восстановления идет. Добавим еще небольшое количество мочевины для улучшения коагуляции. Можно видеть, что коагуляция началась. Восстановителя достаточно. И теперь крутим под кипением до просветления раствора. Наш раствор просветлел. И наблюдаем хорошо скоагулированный осадок золота. Так как в планах у нас сегодня плавка, сейчас я произведу повторное растворение этого осадка в царской водке. После этого осадим его насыщенным раствором нитрита натрия и уже будем сплавлять чистый королек. Я перерастворил наш осадок в 10 мл царской водки. Вот такого насыщенного цвета получился раствор. Сейчас я упарю его до солей, разведу дистиллированной водой, отфильтрую и будем производить повторное осаждение. Я упарил наш раствор, как говорится, до солей. Здесь главное не переусердствовать, для того, чтобы тетрахлорауратор водорода, перешедший из раствора в аморфную кристаллическую форму, не восстановился до металлического состояния при дальнейшем прокаливании. Теперь я разбавляю его дистиллированной водой. Как видим, соли металлов теперь нерастворимы. За кадром я сейчас этот раствор профильтрую и верну на восстановление. Раствор отфильтрован, нагрет практически до кипения. И, как я говорил раньше, мы отойдем от традиции и будем восстанавливать его
при помощи насыщенного раствора нитрита натрия, also known as натрий азотисто-кислый. Нитрит натрия в качестве восстановителя золота является достаточно селективным, но не работает в грязных растворах. Ну, его, например, можно использовать при разделении царско-водочных растворов золота и палладия. Таким образом, при восстановлении нитритом натрия золото восстановится, а палладий практически в полном количестве останется в растворе. Приливаем восстановитель. В процессе восстановления выделяется диоксид азота. Будем приливать до тех пор, пока он не перестанет выделяться. Если исходный раствор был достаточно чистым, то он должен стать прозрачным. Без оттенков. Вот восстановление произошло. Сейчас я попробую снять кусочки золота со стенок. Мощности мешалки для этого, к сожалению, не хватает. Восстановление закончено. Раствор после него имеет прозрачный цвет без малейшего намека на какое-либо окрашивание. Это говорит о том, что исходный раствор тетрахлороаурата водорода был очень чистым. Теперь полученный осадок отправляем на промывку, просушку и плавку. Вот такое количество просушенного осадка у нас получилось. И он отправляется на плавку. Плавить сегодня будем два металла: серебро и золото. Для самой плавки нам понадобится пара тегелей. Один для серебра, второй для золота. Стакан с водой для отделения корок буры от получившихся слитков. Вот такой вот девайс. Его назначение я покажу позже. Газовая горелка. И вот такой вот лекарственный препарат. Тетраборат натрия, он же в простонародье бура. Кандидоз слизистой оболочки полости рта, а также опрылость и пролежни мы с его помощью лечить не будем, а используем в качестве флюса при плавке наших драгоценных металлов. Начнем с серебра.
плавкой серебра у нас получилась легкая фиаско. Удалось сплавить только вот такое небольшое количество. Поэтому переходим к золоту. Для начала заменим тигель. И теперь сделаем из нашего осадка золота небольшую таблетку при помощи вот этого девайса. Извлекаем таблетку в тигель. Оказывается, это не так и просто. Таблетка немного повредилась, но думаю, нам это не помешает. Вот так вот она спрессована и имеет практически металлический блеск. Плавим. Вот так вот быстро после спрессовывания происходит плавка. Результат вот такой. Сейчас я прокипячу получившиеся крольки в растворе лимонной кислоты. И далее будем взвешивать. Так, долгожданная финалочка. Весы по нулям. Первым на взвешивание отправляется наш мега-слиток серебра. И результат у нас 25 грамма. Были у меня некоторые сомнения по поводу хлорида серебра, особенно по поводу его количества. Но вот эти сомнения реализовались при плавке. Тем не менее, результат такой. Переходим к золоту. И по золоту наш результат 89 грамма. Результат неудивительный, но приятный. Думаю, что процентов 70-80 выходов по этому материалу было с одного единственного процессора компании Intel
Pentium Pro. Сейчас попробую показать вам этот королек поближе. Наблюдаем ямочку, кристаллизацию. Какой-нибудь не особо извращенный способ добычи драгоценных металлов я вам покажу в следующий раз, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!